Okay. Здравствуйте, добрый вечер. Добро пожаловать на международную онлайн-конференцию АА, организованную русскоязычной интергруппой АА «ИЗРАИЛЬ». На конференции вы услышите опыт шагов, традиций, концепций и спонсорства приглашенных спикеров. Продолжительность каждой встречи до 2 часов. Наш формат не предусматривает вопросов к спикеру. Меня зовут Виталик, я алкоголик. Сегодня я служу ведущим нашего собрания. Начнем встречу с нашей молитвы. Боже, дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Аминь. Несколько коротких объявлений. Друзья, мы хотим обратить ваше внимание на то, что мы ведем запись, которая будет доступна на наших ресурсах. YouTube-канал «Наши голоса», интернет-страничка проекта МОСТ.com. Ссылки будут выложены в чате. Просьба не вести запись и не фотографировать самостоятельно. Напоминаем, что наш формат не предусматривает вопросов к спикеру. Если у вас будут вопросы, можно задать их, написав на электронную почту спикера. Она будет выложена вместе с 7-й традицией. 7-я традиция гласит, каждой группе А следует полностью опираться на собственные силы, отказываться от помощи извне. Мы просим вас пожертвовать по возможности для обеспечения расходов группы. Ссылка сейчас будет выложена в чате. Есть возможность оплаты из стран СНГ, Америки, Европы и Израиля. Итак, друзья, добро пожаловать на нашу конференцию МОСТ. Мы продолжаем. Сегодня у нас «Пятый шаг». Приглашенный спикер – это Чарли П из Остина, Техас, 35 лет трезвости. Переводит Григорий Т. Пожалуйста, Гриша, пожалуйста, Чарли. Ваше время. Добро пожаловать. Charlie, you're on. Good morning, everyone. Доброе утро всем. My name is Charlie Parker, and I'm an alcoholic. Меня зовут Чарли Паркер, я алкоголик. My sobriety date is March 22nd of 1985. День моей трезвости 27 марта 1985 года. My home group is the primary purpose group of Alcoholics Anonymous in Austin, Texas. Моя домашняя группа – это группа, которая называется «Основная цель», группа основной цели, и находится она в городе Остин, штат Техас. We meet on Wednesday nights, and we study the big book line by line, week after week. Мы встречаемся каждый вечер по средам и изучаем большую книгу строчка за строчкой. And it's a lot more fun than it sounds like. И это гораздо более развлекательно, чем вы думаете. Before the pandemic, we had 225 people meeting on Tuesday night. До того, как началась пандемия, обычно собиралось где-то 225 человек по вторникам. And we went to Zoom and had 600 people coming on Zoom. So we moved our Zoom meeting to Wednesday night. И когда мы передвинулись на Zoom в связи с пандемией, у нас стало собираться около 600 человек, поэтому мы были вынуждены перенести это на среду. And I put the information for our meeting in the chat box. We would love for you to join us on a Wednesday night. И просто, чтобы вы знали, информация будет выложена в чате. Она уже выложена, и мы ее еще дополнительно выложим. И добро всем пожаловать. Будем очень рады видеть вас. Unfortunately, we won't have the benefit of an interpreter. К сожалению, у нас не будет возможности иметь переводчика. We've been working on getting an interpreter for people. We have an interpreter for sign language. We've been Go ahead. У нас есть переводчик для языка глухонемых. We've been working on getting an interpreter for people that can hear but won't listen. И еще теперь мы ищем переводчика для людей, которые могут слышать, но не слушают. Just a little bit of information. We're in a terrible winter storm here in Texas. Немножко информации. У нас ужасный снежный шторм в Техасе. Сейчас. I came to my mother's house Tuesday night for her 98th birthday. Во вторник вечером я приехал к маме на 98-летие. It looks like I may be here for 11 or 12 days.
А теперь выглядит, как будто я буду здесь где-то 11 или 12 дней. I was fully prepared for this talk. The only thing I don't have with me, go ahead, No, go ahead. Finish are that my one. notes, a coat and tie, my big book, or a computer. Я был полностью готов к этой спикерской, но у меня кое-чего не оказалось с собой. Как, например, моих маленьких записочек, у меня не было рубашки с галстуком и с пиджаком, и, разумеется, у меня не было компьютера и большой книги. А так готов. So yesterday I went and bought a big book, Поэтому вчера computer, пришлось пойти купить большую книгу, компьютер and a coat and tie. и рубашку с галстуком. It may not be important to everyone that I wear a coat and tie, but it's very important to my sponsor. Это может быть не важно для всех остальных, что я одет вот так вот, но это очень важно для моего спонсора. When I was early in sobriety, I was going to read from the podium at a conference. Когда я был еще в самом начале своей трезвости, мне было предложено зачитать кое-что на конференции с подиума. My sponsor said, Charlie, it's okay if you don't want to wear a coat and tie this weekend. И мой спонсор сказал, что если на эти выходные, Чарли, ты не хочешь одевать костюм, ничего страшного. I said, oh, good. And he said, you still have to wear one, but it's okay if you don't want to. Я обрадовался, сказал, о, здорово, а спонсор сказал, тебе все равно придется одеть их, ну, ничего страшного, если тебе не хочется. And it's been like that for the last 35 years. Ну, и вот так вот у нас продолжается уже 35 лет. Some things we do in AA don't really care why we do them. Некоторые вещи, которые мы делаем, даже не волнуют, почему мы их делаем. But I have deep respect for this program that has saved my life, and I'm really happy to be here with you. И у меня огромное уважение к тому, что спасло мою жизнь. Я очень рад быть с вами сегодня здесь. Please forgive my voice. I'm scheduled for throat surgery on March 8th. Извините меня за мой голос, но у меня будет операция 8 марта. It's the 5th time, and we know enough to know that it's not cancer. Это будет уже 5-я операция, которую делают. Единственное, что мы знаем точно, что это не рак. But if you can bear with my voice, I'll get through the talk, and I just won't be hitting any high notes. Ну, так что, если вы уж как-то можете пережить с этим, я обещаю, что постараюсь не брать высоких нот. So, my job today is to talk about step 5 from our program. Сегодня моей задачей является поговорить с вами о 5-м шаге программы. And I'm a big believer in writing inventory and sharing inventory. Я очень твердо верю в то, что инвентаризацию надо писать, и ей надо делиться. And I plan to talk about some of my experience with these steps because I've had a lot of experience in early sobriety and throughout my 35 years of sobriety. Так что я поговорю с вами о моем опыте именно с этой перспективы, а опыта у меня достаточно много как из раннего моего выздоровления, так и сегодня. Now, it's hard to isolate the 5th step by itself. Очень трудно изолировать этот шаг как какой-то отдельный. So I will have to bring in some of the other steps as we go along. Поэтому мне придется подтащить и другие шаги, пока мы будем двигаться по этой теме. I should tell you in advance that I don't have the best attention span in the world. Я должен сразу вас предупредить, что у меня не самая лучшая концентрация на земле. Sometimes during my talk I will say we will get back to that later. Иногда я могу сказать, что я вернусь к этому позже. That just means this is not the right time to introduce that piece of information. Это единственное, что означает, что сейчас еще не время дать вам именно эту информацию. But when I say we're coming back to it, we're probably not coming back. Но только потому, что я сказал, что мы к этому вернемся, это вовсе не означает, что мы к этому вернемся.
I get very excited when I actually circle back to one. Я всегда очень радуюсь, когда я возвращаюсь к тому, что я обещал сказать позже. Well, let's get going. How many of you, were any of you here for Katie's third step a couple of weeks ago? Многие ли были здесь на третьем шаге, когда Кейти спикерил? Но я полагаю, что практически все. Think about just about everybody here. Oh, good. Pretty Well, certain. Katie is my wife. Кейти, это моя жена. And AA is very active in our household. И АА активно живет в нашем доме. Unfortunately, she has 5 months more sobriety than I do. К сожалению, она трезвая на 5 месяцев дольше, чем я. So sometimes if I'm struggling, she says, just stick around for 5 more months and it will make more sense to you. И когда у нас возникают порой какие-то проблемы, она говорит, ну ты, говорит, потерпи, говорит, еще месяцев через 5 тебе станет все понятно. I want to talk a little bit about the inventory process and what we're trying to do. Я хочу поговорить немножко о самом процессе инвентаризации и что мы здесь пытаемся сделать. Now, I'm told by Gregory that sometimes our book doesn't match up exactly with your interpretation of the book. Я сказал ему о том, что наша книга, реальная большая книга, оригинал, не всегда совпадает с российским переводом. And sometimes the page numbers aren't the same. И я также знаю, что страницы не совпадают. So maybe, Gregory, you can direct them to what part of the book we're talking about. Окей, меня попросили, так сказать, переводить вам. Знаете что? А я буду кидать вам все-таки, скорее всего, чтобы не затягивать особо, американские страницы. Но поскольку я буду озвучивать то, что говорится, вы потом можете сами это в тексте найти. Серьезно. Я считаю, что это самый оптимальный вариант. А иначе мы будем довольно долго задерживаться, пока я буду искать все остальное. But let's go. Let's roll. Okay. So if you heard Katie's talk, you heard her take on step 3. Значит, если вы слышали, как Кейти рассказывала про третий шаг. And I want to build from that. И на этом я буду выстраивать все остальное. You have the part of the book that has the A, B, and C? Вы помните ту часть книги, где после шагов идет А, Б и В? Let's begin right after that. Вот сразу после этого мы начнем сейчас двигаться. Where it says, being convinced we were at step 3. And step 3 changed in meaning for me after I'd been sober for 17 years. Вот тут у нас сказано, будучи убежденными в этом, мы приступили к третьему шагу, да? Вот для меня смысл этого шага поменялся после 17 лет трезвости. For many years, my experience with step 3 was basically the first 3 steps. I'm sorry, let me start over. For many years, my experience with the first 3 steps was, are you alcoholic? Do you believe in a power greater than yourself? Then let's do the 3rd step prayer. Для меня вот первые 3 шага были такими. Вот первый шаг. Ты алкоголик? Второй. Значит, только Бог может тебе помочь. Ну и третий. Давай помолимся, молитвы третьего шага. And we skipped this body of work between this ABC and the 3rd step prayer. И мы пропускаем все то, что необходимо отработать, что находится между концовкой пунктами А, Б и В и молитвой третьего шага. And it's very important. It's just the root of my problem and the basis of my recovery for the rest of my life. И на самом деле это безумно важная часть, потому что именно там находится описание корня наших проблем и база для всей моей остальной жизни и выздоровления. Other than that, it's okay to just skip it. А в остальном вы можете просто пропустить этот кусочек. It says the first requirement is that I be convinced that my life run on self-will can hardly be a success.
Там сказано, что первое требование заключается в обретении уверенности в том, что жизнь построена на своеволии и не может быть успешной. Well, not only was I not convinced of that, that line had never touched me. Не только я не был убежден в этом. Я, честно говоря, даже никогда на это вот предложение и внимания-то особо не обращал. The way you could have told that I wasn't convinced that my life run on success. Oh, sorry. The phone was ringing. The way you could have told that I wasn't convinced would have been by following me around. Самым простым способом убедиться в том, что я не был в этом убежден, было для вас просто походить за мной в течение дня. Was this a guy that looks convinced that his life run on self-will can hardly be a success? Выглядит ли этот парень, как будто его жизнь, построенная на своеволии, не успешна? Or do I look like a man who thinks that now that you have the alcohol off of me, I will take it from here? Или я больше похож на человека, у которого, вот сейчас алкоголя уже нет, а дальше обо всем я сам позабочусь. So I was running my life sober on my own will. И таким образом, трезвым я на самом деле двигался по своей жизни, основываясь только на своеволии. And as it says here, I was almost always in collision with something or somebody. И так же, как сказано в большой книге, у меня всегда были столкновения с чем-либо или с кем-либо. And I did not know why. И я никак не мог понять, почему. Problems at work, problems with my marriage, problems with my finances. Проблемы на работе, проблемы в моей супружеской жизни, проблемы с... What was the last one? I'm sorry, I missed it. Finances. И проблемы с финансами. Извините. And this was all sober. И это все на трезвую голову. So, if you heard Katie's talk, you see that the book switches here from the problem being alcohol to the problem being selfishness and self-centeredness. И если вы знакомы и слушали Кейти, то вы знаете, что вот в этом месте книга переходит от проблемы, определяемой как проблема алкоголя, к проблеме эгоизма, эгоцентризма. And once I'm convinced of that, I start looking for the way selfish and self-centeredness shows up in my life. И вот только когда я убежден в этом, я начинаю искать, каким образом вот этот эгоизм, эгоцентризм проявляется в моей жизни. It turns out that vodka never was my problem. Вдруг выясняется, что водка на самом деле никогда не была моей проблемой. Vodka was one of the few things that I had found that would ease the discomfort of a life based on selfishness and self-centeredness. Водка была всего лишь лекарством от того дискомфорта, который я испытывал, пытаясь двигаться по своей жизни, основываясь только на эгоизме и эгоцентризме. I didn't know that for a long time sober. Я не знал этого, даже будучи трезвым, очень долгое время. And it changed my whole experience in Alcoholics Anonymous. И это полностью изменило мой опыт с программой анонимных алкоголиков. It changed why I write inventory, what I look for in inventory, and how I sponsor. Это изменило три вещи. Это изменило мое понимание того, почему я пишу инвентаризацию, как я пишу инвентаризацию, что я в ней ищу, и как я спонсирую людей. So now my work in recovery is not just drink or don't drink. И моя работа теперь в выздоровлении не является пить, вот пей или не пей. Now I'm looking for the way self manifests in my life and how it is to be around me. И я начинаю наблюдать отсюда, каким является проявление моего эгоизма в моей жизни и в тех, для тех, кто меня окружает. So in step 3, it says,
being all powerful, he provided what we needed. И если вы помните, в третьем шаге сказано, что, будучи всемогущим, это в обещаниях третьего шага, он, это, кстати, чтобы вы знали, в русском на 61-й, он давал нам все, что нам нужно, когда мы не отдалялись от него. Under two conditions. С двумя условиями. Stay close to him Держись рядом с ним and perform his work well. и выполняй его волю. Хорошо выполняй. It turns out I can't stay close to him until I get close to him. Но выясняется, что я не могу держаться рядом с ним, пока я не приблизился к нему. And I can't get close to him when I'm blocked. Но я не могу приблизиться к нему, когда я заблокирован от него. I imagine a pipeline between me and this power. Я представляю себе трубу вот между мной и этой силой. And my pipeline is clogged with resentment, fear, remorse, shame, things like Моя that. труба, она забита, да, вот моими ресентиментами, моими страхами, моими обидами, моей злобой. So what we're going to do in steps 4 through 9 is remove what's blocking me. И чем мы занимаемся в шагах с 4 по 9, мы убираем вот это все, что имеется в трубе, то, что блокирует меня от этой силы. Blocking me from this power, which we have admitted in step 3, is my only chance. Это блокирует меня от той самой силы, которой мы признали уже, что является моим единственным спасением. It's not a one-time exercise. Это не упражнение на один раз. What we will learn in this process, we will continue to use for the rest of our sobriety. И то, чему мы научимся в этом процессе, мы будем использовать до конца наших дней. The process we learn in 4 and 5 and 6 and 7, we will continue to use in 10 and 11. Те процессы, которым мы научимся в 4, 5, 6, 7, мы будем использовать позже в 10 и 11. So, I don't know what the page number is in that book. It's on page 64. Okay. Over on page 60, it said the first requirement is that I be convinced that my life run on self-will can hardly be a success. Итак, если вы помните, на 58-й странице в русском, где славлю, там славлю, сказано, что первое требование заключается в обретении уверенности в том, что жизнь построена на своей воле, успешной быть не может. And on page 64, when we begin the inventory process, А там, где у нас начнется процесс инвентаризации, it says in ours, it's in the second new paragraph, it says, being convinced that self manifested in various ways was what had defeated us. А дальше будет сказано, будучи уверенными в том, что наш эгоизм – это то, что нас погубило, мы рассмотрели его обычные проявления. It says we considered its common manifestations. Мы решили, мы учли, или мы взяли на заметку все его регулярные проявления. So now my fourth step changes. И вот тут-то это и меняется. My fourth step was basically a big confession of things that I had done wrong and felt bad about. Мой самый первый 4 шаг был на самом деле всего лишь признанием, да, исповедью, можно сказать, всех плохих вещей, которые я сделал, и по поводу которых я чувствую себя плохо. And there was plenty to talk about there. Я уверяю вас, там было достаточно о чем поговорить. But now it's changing to say we're going to look at the common ways. If self is the problem, we're going to look at the common ways that it shows up. Но теперь мы будем говорить о том, что, будучи уверенными, что наше «я» во всех своих проявлениях было причиной нашего поражения, мы теперь рассмотрим, как оно появляется, каким образом. So now my inventory, rather than a big confession,
is a consideration of the common ways that my selfishness presents itself. И теперь, в отличие от, скажем, какого-то там признания или исповеди, моя инвентаризация уже посмотрит более серьезно на то, что является проявлениями моего «я». If that is the root of my problem. Если, кстати, это, учитывая то, что это является корнем всех моих проблем. Does that make sense? Всем понятно, что сказано? Okay. Well, so now the ways we consider the common manifestations of self are, the first one is my resentment. Значит, как мы рассматриваем это? Первое, на что мы посмотрим, это наши ресентименты. I think it's brilliant that they started an alcoholic off talking about who he's angry with. Я считаю, что это гениально, что они начали именно с того, на кого мы злимся. Because we all have plenty of that to talk about. Потому что таких всегда у нас найдется полным-полно. Especially when we get here. Особенно к тому моменту, как мы уже пришли сюда. The second way that self shows up that we consider is in the fear inventory. Вторая вещь, которую мы рассматриваем, это страх. The third way we look for selfishness is in our sex lives and our conduct inventory. Ну и в-третьих, разумеется, это наша сексуальная жизнь, то есть наше поведение. And we shape a sane and sound ideal for our future sex life in the sex inventory. И вот в нашей-то сексуальной инвентаризации мы наконец-то вырабатываем разумный и здоровый идеал нашей будущей жизни. Where I get in trouble is when I violate my own values. Проблемы у меня возникают тогда, когда я нарушаю свои собственные стандарты поведения. And how will I know what they are if I don't lay them out in the sex inventory? Sorry, it froze up for a minute. Repeat, please. Okay. And I won't know what they are if I don't lay them out in the sex inventory. И я не увижу, что это до тех пор, пока я не выложу это в сексуальной инвентаризации. It changes the purpose of the sex inventory a bit too. И это также цель сексуальной инвентаризации меняет. So now, when we talk about the fifth step, Итак, когда мы говорим про пятый шаг, it's funny, in the fourth step, I missed the selfishness and self-centeredness piece for many years in sobriety. вот смотрите, забавная штука. Я в течение многих лет упускал аспект эгоизма, эгоцентризма в своих инвентаризациях. I used to be embarrassed to talk about how much I had missed. Мне даже стыдно было говорить о том, сколько я пропустил вот таких вещей. Until I realized how much company I had. До тех пор, пока я не узнал, сколько народу страдают от той же самой проблемы. Many of us have had the same experience that I had early with the steps. И у многих, как выяснилось, была точно такая же проблема в ранней выздоровлении с шагами. But the selfishness piece is all over the work. Но, на самом деле, тема эгоизма, она идет вот нитью через всю работу, которую мы делаем. At the end of the inventory process, В конце процесса инвентаризации it says it again. это нам повторят снова. It says, we hope you are convinced now that God can remove whatever self-will has blocked you off from Him. Там же будет сказано, что мы надеемся, что вы понимаете, что Бог может убрать то, что закрывает нас от Него. I hope this translates, but I think one of the reasons that I missed so much Go ahead, give me more. is because of what I call a confirmation bias. Одна из причин, по которой я упустил так много,
Возможно, вы поймете, о чем я говорю. Я бы назвал ее предрассудок подтверждения. If I'm not careful when I read the book, если я не осторожен, когда я изучаю, читаю и работаю с этой книгой, I'm not looking for new information. Я не ищу новой информации. I'm looking for confirmation of ways that I'm already right. Я ищу подтверждение того, где я уже знаю, прав и так далее и тому подобное. So when I see things that I agree with, I nod my head. Ну и, разумеется, когда я вижу вещи, с которыми я соглашаюсь, я киваю. And things that are not part of my understanding just go right over my head. А то, что мне непонятно, это просто пролетает мимо. So my sponsor used to say, how do you know what you don't know? Мой спонсор раньше задавал хороший вопрос. Он говорил, а как ты знаешь, что ты не знаешь? And how could I possibly know? А как я могу знать? So we work with a prayer where we set aside what I think I know to hopefully be open for new information. Поэтому мы работаем с молитвой, которая у нас называется «отложить в сторону», для того, чтобы новая информация могла поступать. And then it seems like new information jumps off the page. И порой создается впечатление, что новая информация просто выскакивает со страницы. They keep adding new stuff to this. They keep adding new material to this book. Начинает создаваться впечатление, что туда все время запихивают что-то новое. Comes out of nowhere. Появляется ниоткуда. So, all this to get to the fifth step. И все это вот такая прелюдия к пятому шагу. There's really not very much instruction in the book on how to hear a fifth step. По большому счету нет никаких инструкций, как выслушивать пятый шаг. My belief is that a lot of our instruction for the fifth step comes from the fourth step instructions. Я верю в то, что большинство инструкций по отношению к пятому шагу на самом деле можно будет найти в четвертом шаге. But before we get to that, let's look at the early parts of chapter 6. Давайте взглянем на самую раннюю часть, начальную часть 6 главы, прежде чем мы туда двинемся. It begins by saying, having made our personal inventory, what shall we do with it? Там она сразу начинается со следующего. Что же следует делать с проведенной нами персональной инвентаризацией? It tells us that we've been trying to do three things. Нам говорится, что мы пытались сделать 3 вещи. We've been trying to get a new attitude. Мы пытались обрести новое мироощущение. A new relationship with our higher power. Новые взаимоотношения с нашим Творцом. And to discover the obstacles in our path. И найти препятствия на нашем пути. Those things that have my pipeline clogged up. Вот что на самом деле затыкает вот эту трубу, мешает в этой трубе. As we've admitted certain defects. И несмотря на то, что мы уже определили, что да, у нас есть какие-то дефекты. Now these are about to be cast out. Теперь сейчас они прям улетят, исчезнут. This requires action on our part. Требуется действие с нашей стороны. I keep looking for a place in the steps where it's going to tell me, now take it easy for a while. Я все еще ищу в шагах то место, где мне предлагается отдохнуть немножко. It seems like it's action, action, action. У меня, например, такое впечатление, что там все выстроено на действии, действии, действии. And here it says, when completed, we will have admitted to God, to ourselves, and to another human being the exact nature of our defects. Ну и нам сказано, что когда мы это сделаем, мы признаем перед собой, Богом и другим человеком истинную природу наших недостатков. This brings us to the fifth step. Вот это приводит нас, как здесь сказано, к пятому шагу.
this first big long paragraph talks about why we would want to do it anyway. Нам в первом же длинном параграфе нам говорится, почему нам не очень хочется, для нас это проблематично. We think we've done well enough admitting these things to ourselves. Нам ведь кажется, что нам вполне достаточно того, что мы признали это самим себе. In actual practice, this is a very heavy line. Вот сейчас очень важная строчка. In actual practice, we usually find a solitary self-appraisal insufficient. Нам сказано, что обычно в практике мы находим, что индивидуальная самооценка недостаточна. Such bad news for me. Это хреновая новость для такого, как я. Because I think I've seen these things, I see it from a different angle, I'll take it from here. Потому что мне так кажется, что теперь мне все понятно, я посмотрел на это со всех сторон, отсюда я уже могу двигаться сам. In fact, sometimes I tell myself, I don't need to call my sponsor with this one. И иногда я, например, могу поймать себя на том, что говорю себе, мне не надо звонить моему спонсору по этому поводу. Besides, I know what he's going to tell me anyway. Потому что я все равно знаю, что он мне скажет. Even though he never says what I think he's going to say. Но он почему-то никогда не говорит то, что я думаю, он скажет. That's how I fall back into self-will. Вот так я отхожу обратно извиняюсь, в это самое, в своеволие, прошу прощения. The ego is very tricky. Эго достаточно хитро. Constantly wants me to think we've got this. Оно постоянно хочет, чтобы я думал, что у меня теперь все схвачено. But I have to have someone help me see it from an entirely different angle. Но мне нужен кто-то, кто поможет мне увидеть это с другого ракурса, с другого угла, с другой позиции. I love this. It says, we will feel more like discussing ourselves with another person when we see good reasons why we should do it. Мне очень нравится вот это, что мы будем более расположены поговорить об этом с кем-то, да, если мы видим для этого хорошие причины. Best reason first. If we skip this vital step, we may not overcome drinking. Первым делом, как говорится, главное. Нам сказано, что если мы не сделаем этого, мы вполне возможно запьем. I'm not willing to take my chances with that one. А я не хочу даже рисковать подобного рода образом. Risk is too high. Слишком высокий риск. We've seen people try to avoid this experience and turn to easier methods. Мы видели людей, которые раз за разом продолжали пытаться сделать это таким образом. Almost always they got drunk. И почти всегда они напивались. And they wondered why. И они удивлялись, почему. They never completed their house cleaning. Потому что они никогда не закончили уборку в доме. They took inventory, all right. Инвентаризацию-то они провели. But hung on to some of the worst items in stock. Но они придержали самое худшее из того, что можно было придержать, и оставили это у себя. The things that block me the most. Почему-то вещи, которые блокируют меня больше всего, Are the things I don't want to talk about. Это те самые вещи, о которых я не хочу говорить. And so it goes. И вот так вот оно и катится. It says here that most alcoholics lead a double life. Нам сказано, что большинство алкоголиков ведут двойную жизнь. I have my reputation. У меня есть репутация. And I have what's inside of my mind. И еще, у меня, разумеется, есть то, что у меня в голове. Sometimes they don't match up. И иногда эти вещи не совпадают. It talks about that in here as a big danger.
И здесь говорится о том, что это представляет собой большую опасность, вот этот вот диссонанс. It also says we will go to expensive psychologists and never give them a fair chance. Там сказано, например, что мы ходили, помните, к достаточно аккредитированным, дорогим психологам, но никогда не дали им шанс помочь нам. We have to be the only group of people who will pay a psychiatrist a lot of money. Мы, пожалуй, единственная группа людей, которые заплатят большущие деньги какому-нибудь психологу. And then lie to them the whole time. А потом врать им будем прямо в глаза. And then I can't understand why it didn't work out very well. А потом я никак не могу понять, почему же это не сработало. In the next part of this chapter, it talks about who we find to try to do our fifth step. Дальше нам объясняется, кому нам следует найти для того, чтобы сделать пятый шаг. It says we search for someone who is closed-mouthed and understanding. Мы ищем кого-то, кто умеет держать язык за зубами и кто поймет, что мы тут пытаемся сделать. This is important for the rest of my sobriety. Это очень важно для всей моей остальной трезвости. I don't read inventory to someone about something that will hurt them or upset them. Я никогда не читаю свою инвентаризацию тем, кому это может причинить хоть какую-то боль или расстроить каким-то образом. Once again, that would be selfish. Это будет эгоистично. I don't get to make myself feel better with information that would upset them. Я не могу сделать так, чтобы мне стало лучше, и при этом дать им информацию, которая их расстроит. For example, I wouldn't want a sponsee to come read inventory to me on Katie. Я бы не хотел, например, чтобы спонсирован пришел ко мне, мой подопечный, и прочитал мне инвентаризацию с жалобой на Кейти. Because I'm not going to be objective. Потому что я не смогу быть объективным. It says these parts of our story. Там сказано, что вот эти части нашей истории. We say for someone who will understand, yet be unaffected. Мы сохраняем, мы этими частями истории делимся с теми, кто поймет, выслушает, но при этом не пострадает. And it says there's a rule here. Есть правило. The rule is we must be hard on ourselves, but easy on others. И нам сказано, что правило такое: мы должны быть жесткими по отношению к себе, но всегда снисходительными по отношению к ним. And it says we try to get with someone as soon as possible. И там также сказано, что мы пытаемся найти такого человека как можно скорее. Once I've stirred all these things up in inventory, и когда я все это уже поднял в инвентаризации, it's not good to sit on them for a long time. Это очень плохая идея продолжать сидеть на этом, особенно какой-то длительный кусок времени. And it lists some requirements of the person who's going to hear them. Ну и дается определенные, так сказать, требования к человеку, который будет этого слушать. Says we say this because we are very anxious that they talk to the right person. И мы сохраняем это, потому что нам действительно надо, чтобы это был правильный человек, с которым мы делимся. Here are the requirements we look for. И вот что мы ищем в этих людях. It is important that he be able to keep a confidence. Это важно, чтобы он умел сохранять эту информацию конфиденциальной. I need to know that these things we're going to talk about are only between the two of us and our higher power. Я должен быть уверенным, что это между нами двумя и нашей высшей силой. We don't chat about the things we hear in inventory. Мы не обсуждаем то, о чем мы говорили в пятом шаге с кем-то. The next requirement is that he fully understand and approve of what I'm doing. And he won't try to... Go ahead. That's okay. That's the second one. Yeah. Второе требование. Это чтобы человек полностью понимал, что мы здесь делаем, и не осуждал нас, и не препятствовал. I don't want to go to read the inventory to someone who will say, oh, you don't need to do that. Мне не нужно идти читать инвентаризацию кому-то, кто скажет, не надо ничего, все нормально.
He might not understand how badly I need to do it. Он, возможно, даже и не понимает, насколько важно это для меня. It says, the third thing is that he will not try to change our plan. Третье, чтобы он не отговаривал нас от нашей задачи. We have a plan in this book that promises me certain results. У нас план есть в этой книге, который обещает мне определенные результаты. I don't want to go to read inventory to someone that's going to tell me you need to do something different. И мне не нужен кто-то, кто скажет, кому я прочту инвентаризацию, а он начнет мне рассказывать, что мне надо сделать что-то не то, что написано в книге. Now it's interesting here. It says, when we decide who's to hear our story, we waste no time. Дальше нам сразу говорится, что когда мы находим такого человека, мы не тратим зря времени. We have a written inventory. У нас есть написанная инвентаризация. And we are prepared for a long talk. И мы готовы к длинному разговору. It says we explain to our partner what we're about to do and why we have to do it. Нам сказано, что мы объясняем этому человеку, что мы собираемся сделать, для чего мы это делаем. We believe in turning statements in the book into questions. Мы верим, один из методов, с которым мы работаем, это когда мы берем утверждение, написанное в книге, и переворачиваем его в форме вопроса. And there's a very good question. И вот здесь вот есть очень хороший вопрос. What are we about to do and why do we have to do it? Что мы собираемся сделать и почему мы считаем, что это нужно? Mark Houston asked me that one day. Марк Хьюстон однажды спросил меня это. Mark Houston was my sponsor. Марк Хьюстон был его спонсором до того, как умер. What year did he die? Sorry. 2010. Он ушел от нас в 2010 году. Now my sponsor is Myers Raymer. Сейчас мой спонсор Майерс Реймер. Все Криса знают, это его брат. But Mark looked at me and said, what are we about to do and why do we have to do it? И Марк задал мне этот вопрос. Что мы собираемся сделать и для чего мы это делаем? And then he said, we're going to face and be rid of the things in ourselves which are blocking us. Мы встретимся, так сказать, мы войдем в контакт со всем тем, что нас блокирует. Да? Мы посмотрим на это. И будем освобождены от этого благодаря тому, что мы, так сказать, отработали это. Then it says, he should realize we are on a life and death errand. Человек должен понимать, что это вопрос жизни и смерти для нас. Most people approached in this way will be glad to help. They will be honored by our confidence. Нас, в общем-то, успокаивает, говоря нам, что большинство людей почтут за честь помочь нам и будут рады поучаствовать. Now here we go. It says, we pocket our pride and go to it. И вот нам сказано, что мы, так сказать, оставляем в стороне свою гордыньку и начинаем двигаться. Illuminating every twist of character, every dark cranny of the past. Нам говорится о том, что мы полностью освещаем все то, что произошло, и ничего не скрываем. Мы, как говорится, в самые темные уголки нашего прошлого залезаем. So, now when a sponsee comes to me with his inventory, Итак, когда спонсируемый приходит ко мне со своей инвентаризацией, he's going to read it to me. Он прочитает мне ее. I say he because I work with men. Ну, я сказал он, потому что я работаю с мужчинами. I'm way underqualified to work with women. Я слишком неквалифицирован, чтобы работать с женщинами. I leave that to Katie. Я оставляю это для Кейти. But first, he will read his resentment inventory to me. Сначала он мне прочтет свои ресентименты. So now let's turn back to the instructions for the resentment inventory. Ну, вот тут, вот здесь давайте посмотрим на инструкции к инвентаризации ресентиментов. It says he's going to have written down who he's mad at. Он напишет, на кого он злой. What happened? Что случилось?
and how it affected him. И как это повлияло на него. The reason I have such a strong reaction to these things Причина, по которой я так реагирую на все эти вещи, is because it threatens, we're on page 65 now, it's because it threatens my self-esteem, my security, my ambitions, my personal or sex relations. Ну и, как всегда, я реагирую таким образом, потому что это влияет на мои взаимоотношения с другими людьми, на мои финансы, на мои амбиции. Все, что перечисляется в третьей колонке. And my job when I'm hearing inventory is to ask them, how were these things threatened? Но моя задача как спонсора в этой инвентаризации, когда мы приходим к этим вещам, поинтересоваться и проговорить с ним, почему это задето. What about my self-esteem was threatened? А что относительно моего самоуважения было задето? Почему? How did it affect my security? Как это повлияло на мою безопасность? When my security is threatened, I have a strong reaction. Когда моя безопасность каким-то образом находится в опасности, хороший оборот, я обязательно отреагирую. Now, for example, let's look at Mr. Brown. Давайте вот на мистера Брауна посмотрим, как пример. He's flirting with my wife. Он флиртует с моей женой. He told my wife I have a girlfriend on the side. Он рассказал ей про мою подружку, которая у меня на стороне. Many things would be threatened by that. Ну, давайте согласимся, что много что было бы в опасности в такой ситуации. And Brown is trying to get my job at the office. Мало этого, он еще и прицеливается на мою работу в офисе. I don't know how well this will translate. I'll try. My favorite T-shirt in Alcoholics Anonymous. They know about that one. Yes, Okay. Go ahead. Well, Go ahead. No, tell them. Go ahead. That's why we say Mr. Brown needs his ass kicked. Okay. Самая любимая футболка, она распространена здесь среди эевцев, на которой просто написано: мистеру Брауну надо дать люлей. But if you look in the inventory, under the cause, he only got 19 words. А если вы посмотрите в инвентаризации под причиной, у нас, вот как он описывает, у него, извиняюсь, у него максимально 19 слов. We're not writing a novel here. Мы не новеллу здесь пишем, не повесть. Bullet points. Вот реально пункты. Now, there's a very important part of the work in hearing a fifth step. Есть очень важная часть работы, когда я принимаю пятый шаг. I like to say that I'm in the entirely different angle business. Я хотел бы сказать, что в этом случае моя работа – это я в бизнесе другой позиции взгляда. And that's what I'm searching for as he's reading his resentment inventory to me. И когда мой подопечный читает мне свою инвентаризацию, я ищу именно это, иную позицию взгляда. It says several times that resentment will kill me. Мне сказано неоднократно, что ресентимент меня убьет. In fact, it says it kills more alcoholics than anything else. Кстати, там ведь сказано, что он убивает больше алкоголиков, чем что-либо другое. Even alcohol. Даже алкоголь. Resentment kills more alcoholics than alcohol does. Вдумайтесь, ресентимент убивает больше алкоголиков, чем алкоголь. It says, if we were to live, we had to be free of anger. Нам сказано, что если мы хотим жить, нам надо освободиться от страха. It's doubtful that they're even the luxury for normal men. Сомнительно то, что это может себе позволить обычный человек. But for us, it's poison. Но для таких, как мы, как вы знаете, это яд. Hold on just a minute. Someone's at the front door at my mother's house. No problem.
Okay? Okay, I'm sorry. Thank You you. okay? I'm good. Okay. Now, Маме кто-то пришел. Говорите. there's a very important thing that takes place in the middle of the resentment inventory. Вот в середине инвентаризации ресентиментов есть еще одна очень важная фишечка. And it's cleverly placed between the third column and the fourth column. И ее поместили как раз между третьей и четвертой колонками. And it was not a part of my first inventory. Я должен вам признаться, это не было частью моей первой инвентаризации. It's here where it says, we turn back to the list for it held the key to the future. И нам сказано, что фактически нам сказано, что нам придется посмотреть на прошлое, потому что в прошлом есть ключ для нашего будущего. We were prepared to look at this resentment list from an entirely different angle. Мы были готовы взглянуть на него с совершенно другой позиции. Под другим. So after a man has read his resentment list to me, Итак, когда человек прочел мне свои ресентименты, I will ask him, are you ready to look at this from an entirely different angle? я спрошу его, ты готов теперь посмотреть на это с совершенно другой позиции? Now, the first time I heard that, I remember thinking, why would I look at it from an entirely different angle? Когда я первый раз услышал об этом, я подумал, а для чего я буду смотреть на это с какой-то другой позиции? I know what happened. I saw what happened. I was there. Я знаю, что произошло. Я был там. Это при мне происходило. It turns out in my life, it's not the lies I tell myself that cause the most trouble. Как выясняется, на самом деле, в моей жизни наибольшее количество неприятностей не от той лжи, которую я себе рассказал. It's the things that I'm convinced that I know that just aren't true. Это то, в чем я абсолютно убежден. А на самом деле это не так. Вот что является проблемой. And it happens over and over again in this process. И в этом процессе мы обнаруживаем это снова и снова. It says, how can we escape? Нам задают вопрос, как от этого избавиться, как уйти. It says we couldn't wish them away any more than we could alcohol. Нам сказано, что мы не можем избавиться от них с такой же легкостью, как не можем избавиться от алкоголя, просто отказаться. Over and over again in our process. Снова и снова в этом процессе. The book brings me to a place where it says, is this a problem? Книга приводит меня вновь и вновь вот в этом процессе к вопросу, да? Это разве не проблема? And if it's a problem, do I have the power to change it on my own? И если это проблема, есть ли у меня достаточно ли у меня внутренних сил, чтобы это изменить? And if I don't have the power to change it on my own, ну, а если у меня нет силы изменить это самому? Am I willing to take it to this power to change it in whatever way he sees fit? Готов ли я отнести это к той самой силе, но она изменит это так, как она считает нужным? That's basically steps 4, 5, 6, and 7 boil down to that. Это вот 4, 5, 6, 7 скомбинированные вместе вот суть. But we see what the things are in this inventory process. Но видеть, каковыми вещи являются, мы начинаем именно в процессе инвентаризации. So it keeps bringing me back to the need for this power. То есть это возвращает меня к постоянному пониманию необходимости этой силы в моей жизни. A lot of times for me, awareness of a problem doesn't help me. Видите ли, да, только тот факт, что я знаю о существовании этой силы, мне никак не помогает. It's the same thing with the selfishness and the self-centeredness. Это вот та самая тема с эгоизмом и эгоцентризмом. I can't listen to Katie talk about it and just go, you know, I'm going to be less selfish. Я не могу вот послушать о том, что Кити мне рассказывает, что я эгоистичен, эгоцентричен, и сказать себе, ну все, я больше не буду таким эгоистичным и эгоцентричным. Because it's in the core of my belief system. Потому что это внутри, в моем естестве, в моей вере в эту жизнь, в моем существовании. And if I don't think I have any of it left, А если how would I like to have
two loudspeakers connected to my brain that broadcast my thoughts every day as I go through the world. И если мне вдруг кажется, что у меня этого нету, неплохо бы подключить две колонки к моей голове, чтобы люди послушали, что на самом деле в ней творится, пока я двигаюсь по дню. It's kind of horrifying, isn't it? Страшновато, да? So now it says, this was our course. Ну вот теперь нам сказано, окей, вот ну, тогда вот как мы сделаем. And this is my job when I'm hearing inventory from someone that's reading their resentment list. И вот это и есть моя работа, показать этот курс. It says I want them to realize, now keep in mind, we've said we're going to look at these resentments from an entirely different angle. Помните, да, что мы решили посмотреть на них совершенно с другой позиции взгляда. Now it says we realize that the people who wronged us were perhaps spiritually sick. Вдруг нам говорится, а мы приходим к пониманию, что люди, которые причинили нам этот ущерб, возможно, духовно больны. That's not a place I go to naturally. Это не то место, куда я сразу иду, вот сразу, о да, они духовно больны. Это не то, что мне приходит в голову. I have to be guided to that perspective. Мне нужно, чтобы меня привели к этой позиции взгляда. Because I like double standards. Видите, мне нравятся двойные стандарты. So when I mess up, I always have a story to go with it. Там, когда я ошибаюсь или накосячу, у меня всегда есть история, которая вам все объяснит. But when you harm me, I demand justice. Но если вы причинили мне ущерб, я требую, чтобы вам по заслугам досталось. So it's mercy for me and justice for you. Итак, для меня снисхождение, для вас справедливость. Now we're going to try and look at it from an entirely different angle. А вот теперь-то мы и посмотрим на это с другой стороны. One of the things I talk about is what was going on with this person that harmed me. Первое, что мне надо узнать, а что было вот с этим человеком, который причинил мне ущерб? Что It это? says they were perhaps spiritually sick. Ну, а мне говорится, что, возможно, они были духовно больны. Oh, God, Charlie. Oh, that's That's my beautiful. mother. That is Mother. beautiful. That is beautiful. This is my mother. 98, ребята. Happy birthday. Thank you. Was happy. He's 98 years old. That's great. Did you tell him she's 98? Я 98. Он просто хотел утвердиться, что вы в курсе. No. Go ahead. She's a big part of my story. Awesome. And thank God she lived to 98 because I've almost completed my amends to her. И он сказал, что говорит, она является огромной частью вот, моей всей истории. И я очень рад, что она дожила до 98, потому что у меня хотя бы есть возможность большую часть ущерба возместить ей. Well, now, it says, when it says they were perhaps spiritually sick, Когда сказано, что, возможно, они были духовно ущербны, it doesn't mean they're necessarily a lot sicker than I am. это не означает, что они там еще более больны, чем я. We're not going to this position where I'm up here looking down on them as spiritually sick. Мы не исходим из позиции того, что я смотрю на них с более высоких духовных, так сказать, платформ, да? But what if it turns out that we're both human beings doing the best we can with the tools that we have? А что, если это просто два человека, которые пытаются сделать лучшим образом, что они могут, с теми инструментами, которые у них на этот момент имеются? Even with some of the most horrible things that have happened to me, Даже с самыми ужасными вещами, которые случаются. it's not hard to get to a place where they were perhaps spiritually sick. Не так уж тяжело на самом деле понять, что они духовно больны. Because a spiritually connected person would not have been capable of that behavior. Потому что человек духовно здоровый, да, он никогда себя таким образом не поведет.
So maybe I'm just a little unforgiving. Просто я не очень хорошо умею прощать. But this is important. It says, though we did not like their symptoms, that's column 2. И вот очень важно. И хотя нам не нравились их симптомы, их поведение, это колонка номер 2. Or how they disturbed me, that's column 3. Или как это повлияло на нас, 3-я колонка. They, like ourselves, were sick too. Они, так же как и мы, тоже были духовно больны. Then there's a prayer. Потом у нас есть молитва. It says we ask God to help us show them the same tolerance, pity, and patience that we would cheerfully grant a sick person. Там сказано, что мы просили Бога помочь нам относиться к ним с той же терпимостью, с тем же состраданием и жалостью, с которым мы бы отнеслись к больному другу. I have several examples of this. У меня есть несколько примеров. Sometimes I say, if a woman's in the operating room delivering a baby, Вот, например, женщина рожает ребенка. and she's telling her husband, I hate you for what you've done to me, don't lay a hand on me. И она кричит мужу: я ненавижу тебя за то, что ты, она вот в родах мучается, и говорит: я ненавижу тебя за то, что ты со мной сделал, не прикасайся ко мне. He's going to be very conscious of why she's saying that and what's driving her. И, конечно, он будет в осознании того, что движет ей для того, чтобы она говорила такие вещи. But a year later, when he's watching football, and she's in the kitchen, Но через год он сидит, смотрит футбол по телевизору, а она на кухне. she could be saying the same things, but I don't have any consideration of what's driving her. Она может говорить то же самое, но у него не будет никакого понимания. That's how we start to look at things from a different perspective. Вот так мы начинаем рассматривать эти вещи с позиции иной, нежели та, к которой мы привыкли. If you'll indulge me, I have a powerful story I can tell around this. Если позволите, расскажу вам одну очень такую тяжелую, твердую историю. This power of looking at it from an entirely different angle. Это вот сила того, как посмотреть с другой позиции взгляда может все изменить. I was sponsoring a man named Roy, У меня был подопечный, которого звали Рой, who had a long resentment against his father. у которого был очень такой тяжелый ресентимент по отношению к отцу. I was hearing his resentment inventory. Я слушал его. And there was a time when I thought my job in hearing inventory was to sit there and listen to the man read his fourth step. Был период времени, когда я думал, что моей задачей является просто сидеть и слушать, как он читает. Now it says we're on a fact-finding and a fact-facing mission. Но нам сказано, что мы в процессе нахождения фактов и их восприятия. I started to believe that my job is the fact-finding and his job is the fact-facing. Я понял, что моей задачей является помочь ему найти факты, а его задача воспринять. So sometimes now when I'm hearing inventory, I'm like a news reporter. Поэтому сегодня я почти как вот репортер на новостях. Asking questions. Я задаю вопросы. In this case, Roy, the resentment he listed against his father. Рой в конечном итоге избавился от ресентимента по отношению к отцу. Is that one day he was sitting on the front steps of his house at 12 years old, and his father got out of the car and walked past him and said, "Your mother killed herself today." Но история этого ресентимента такова. Ему было 12 лет, он сидел на ступеньках возле своего дома, отец пришел домой, просто проходя мимо него, сказал: твоя мать предприняла самоубийство, она покончила с собой. И прошел мимо. And some very well-intentioned people might say, what a terrible thing. How could someone be that heartless, that thoughtless to a 12-year-old boy?
Разумеется, некоторые добросердечные люди скажут, ну как можно так холодно, вообще так черство в подобного рода ситуации повести себя. And that could be the advice we get in AA many times. И часто вы услышите что-то подобное даже в анонимных алкоголиках. But on this day, we went in a different direction. Но в этот день мы решили двинуться немножко в другом направлении. I said, are you prepared to look at this resentment towards your father from an entirely different angle? Я спросил его, готов ли ты посмотреть на этот сентимент по отношению к своему отцу с совершенно другой позиции. I said, so how many children were in your family? Я спросил его, сколько детей было у вас в семье? How far apart were they? Where did you fall in the group of children? Как близко друг к другу они родились и где ты вот был вот в этой цепочке? If you were 12, I'm guessing your father was 35, 37. Если тебе было 12, ну я приблизительно скажу, твоему отцу было что там, 35, 37, сколько? Were your parents still together? Твои родители были, они жили вместе? How was the money situation in your home? What kind of job did he have? Что за работа у него была? Как с деньгами было в семье? He said, there were 3 children. We were 2 years apart. I was in the middle. Он сказал, что у нас было 3 детей, я был средним, и мы все 2 года друг от друга. The money was okay. We weren't rich, but we were okay. My father was a welder. Деньги были, ну, ничего, нормально, мы не были богатыми, но мы бедными не были, отец был сварщиком. I said, now, I'm guessing your mother's had some issues for a long time. Я выдвинул предположение, что, возможно, у мамы были какие-то проблемы психологического порядка уже в течение какого-то периода времени. And your father's been dealing with them for a long time. И отцу приходилось иметь с этим дело. On this day, his wife has killed herself. В этот день она покончила жизнь самоубийством. He's had to leave his job. Ему пришлось уйти с работы. He's got to come home and he has to tell everyone in the town and all of their family. Он тот, кто вынужден, придя с работы, начать всем сообщать об этой смерти, всем родственникам и всем прочим. That his wife and their loved one has committed suicide. Что его жена, любимая его женщина, покончила с собой. He's got to plan a funeral. Ему надо распланировать похороны. And he's got to figure out a way to make a living and raise 3 children by himself. А еще ему надо продумать, как теперь он в одиночку будет растить этих 3 детей. I said, is it possible on this day, when he walked by you and said your mother killed herself, that was the best he could do with the tools that he had grown up with? Можно ли предположить в этом случае, что в этот день, когда он прошел мимо тебя, я просто сказал, что твоя мать покончила с собой? Это было вот лучшее, что он мог сделать, имея те инструменты, с которыми он, и будучи в той ситуации, в которой он оказался. And he said the thing, and this is my favorite thing to hear a man say during inventory. И вдруг он сказал то, что я больше всего люблю слышать в инвентаризациях. He said, oh my God. О, Боже. I've never considered my father for a moment. Я никогда не учитывал, каково было ему. I never gave one thought to what was going on with him that day. Я даже не подумал о том, что происходило с ним в этот день. I've been waiting 40 years for my father to apologize to me. Я 40 лет ждал, чтобы отец извинился передо мной. I've done many things to him because I felt like he deserved it. Я совершил много неприглядных поступков по отношению к нему, потому что считал, что он этого заслужил. I kicked his car when I see it. Я раньше пинал его машину каждый раз, когда видел ее. I borrowed money from him and didn't pay it back. Я брал у него деньги и не отдавал обратно. I've been waiting 40 years for my father to come apologize to me. Я 40 лет все ждал, что он придет и извинится. I need to go find my father tomorrow and apologize to him. На самом деле мне надо найти его завтра же и извиниться перед ним.
And I watched a 40-year resentment go. И при мне 40-летний ресентимент вдруг исчез. That's the power of seeing this resentment from an entirely different angle. Вот вам пример силы взгляда на ресентимент с другой позиции. I can't tell you how many times I come into this process with a big resentment. Я не могу вам даже перечислить количество раз, когда заходим туда вроде с большущим каким-то веским ресентиментом. I see it from an entirely different angle. Наконец появляется возможность взглянуть на него с совершенно другой точки. And I go out the other end of the process with an amends to go back. А с другой стороны, я выхожу оттуда, понимая, что мне надо пойти и возместить ущерб тому, на кого у меня был этот ресентимент. Over and over and over. Снова и снова и снова. So, as we go through it. And so when I'm hearing his inventory, as they're speaking, I'm thinking, what's an entirely different angle on this resentment they have? Поэтому, когда я сижу и слушаю их инвентаризацию, когда они читают, я ищу вот этот другой угол, с какого угла можно посмотреть на это. Is it possible that I could be both people in this situation? Могу ли я попытаться поставить себя на место обеих людей в этой ситуации? But it's much more outrageous when they do it to me than when I do it to someone else. Но, разумеется, это гораздо более неприемлемо, когда это делают по отношению ко мне, чем по отношению к кому-то еще. Or maybe I've never done it to anyone. Или, быть может, я никогда по отношению к другим так не поступал. But I've done other things. Зато я другие вещи делал. Sometimes when I'm hearing inventory with a guy, I will look at his second column and say, is it possible that there's someone out there that's written this exact same inventory? Иногда я, посмотрев на вторую колонку инвентаризации, выслушав ее, задаю вопрос своему подопечному. А можешь ли ты предположить, что у кого-то сейчас где-то на инвентаризации то же самое написано про тебя? In regards to what was done and how it affected somebody? Ну, имеется в виду, что произошло и как это повлияло на человека. Except the only difference is that my name would be in column 1. Да. Единственная разница, что это не его имя, а мое имя там. I've seen guys go, oh my God, it's all over my inventory. Ребята видят это и говорят, блин, у меня все вот такое в инвентаризации. I'm mad at this guy because he mistreated this woman. And I'm mad at this guy because he mistreated this woman. Я смотрю, я злюсь на вот этого парня, потому что он вот так хреново отнесся к этой женщине, а на этого, потому что он отнесся к этой. There's been plenty of times where my name could have been in column 1. И очень часто деньги оказываются в первой колонке. It takes some of the power out of it when I see what a hypocrite I am. Например, и тогда, когда мое имя оказывается там, да, вот тогда я вижу, какой двойной стандарт я на самом деле себе выработал и с каким двойным стандартом я живу. Now, notice that I call this the sick man exercise, where I look at these people as possibly sick like I am. Я рассматриваю это, кстати, как упражнение, я называю это упражнение, именно упражнение больного человека. Это когда я рассматриваю этого человека, что он так же болен, как и я. But it's cleverly placed between the third column and the fourth column. Но они очень своеобразно поместили это между третьей и четвертой колонкой. Because this exercise moves me into a place where I can see the things that are in the fourth column. Потому что именно вот с этого места я начинаю уже видеть то, что будет в четвертой колонке. Now, after I've had that experience where I go, oh my God. И вот сразу после того, как я получил вот этот опыт, когда я поменял позицию, я говорю, Now I can see where I was selfish, where I was dishonest, where I was self-seeking, where I was frightened. И вот тут я начинаю, у меня появляется возможность увидеть, где я был эгоистичен, где я был нечестен, где я был корыстным, где у меня был страх. And I can put those into that fourth column. И вот тогда они ложатся у меня в четвертую колонку. And so it goes in the resentment inventory when I'm here in a fifth step.
Вот это вот инвентаризация ресентиментов, когда я слушаю «Пятый шаг». Now we move from the resentment inventory to the fear inventory. А теперь мы переходим от ресентиментов к инвентаризации страхов. And the fear inventory is much simpler. It just says we listed our fears and we asked ourselves why we had them. И она на самом деле гораздо проще. Ну, там, в принципе, две вещи, которые нам надо было. Какой страх, да, и почему у нас. And then it gives us the answer. А потом нам дается даже ответ. It says, wasn't it because self-reliance failed us? Нас спрашивают в форме вопроса, не было ли это потому, что мы полагались сами на себя. И это нас Remember the selfishness, self-centeredness that we spoke of earlier? Вы помните ту самую тему эгоизма и эгоцентризма, которую мы начали ранее? We've seen the way it showed up in resentment inventory. Мы увидели, как это показало себя в инвентаризации ресентиментов. My take on those resentments was so selfish. И мой взгляд на все эти ресентименты был безумно эгоистичным. It's all, how did it affect me? Это было все о том, как это повлияло на меня. Now we're going to see how it shows up in the fear inventory. А теперь мы посмотрим, как это вырисовывается в инвентаризации страхов. The failure of self-reliance means reliance upon self. И страх, извиняюсь, страх самонадеянности исходит из «я надеюсь сам на себя». There are many things in my life that I can control. Есть масса вещей, которые я могу проконтролировать в своей жизни. And those do well under self-reliance. И когда дело доходит до самонадеянности, они нормально работают. But there are a lot of things in my life that are outside of my control. Но есть огромное количество вещей, которые находятся за пределами моего контроля. If all I have is I'm running things, И если все, что у меня есть, это я, контролирующий то, что происходит, then those things scare me. то они пугают меня. Turns out cancer is outside of my control. Например, рак находится за пределами моего контроля. How people are going to talk about me. Как люди будут говорить обо мне. How my wife is going to feel about me. Как моя жена будет, что она будет чувствовать по отношению ко мне. How things are going to go in my business. Как дела будут в моем бизнесе. How my children are going to turn out. Как мои дети, какими вырастут мои дети. All those things are outside of my control, and on the basis of self-reliance, they cause fear. Все вот перечисленные мной вещи, они за пределами моего контроля. И когда я полагаюсь только на себя, я всегда испытывать страх по их поводу. Вам понятно? Now it says, perhaps there's a better way. We think so. Нам предлагается, что, может быть, есть путь получше. But we're now on a different basis. Теперь нам говорится, что мы теперь на другой основе. And in our translation, basis is used a lot in the book. Слово база, да, вот основа, они используются очень часто в книге. And it means the fundamental principle of something or the underlying foundation. И это о том, что это является фундаментом или каким-то принципом, который лежит в основе чего-либо. So earlier in the third step, it says, on the basis of self-will, I'm almost always in collision with something or somebody. Да, ранее же нам говорилось, что на основе того, что я полагаю сам на себя, я всегда в постоянных каких-то конфликтах с кем-то или с чем-то. Now it says we're on a new basis. А теперь нам говорится, что мы теперь на новой основе. The new basis is trusting and relying on this power. И вот эта новая основа предполагает под собой доверие и то, что мы полагаемся на вот эту новую силу. Oh my God, how comforting it is to be able to turn all these things that are outside of my control over to this power. Вдумайтесь, как здорово, когда ты можешь вот эти все вещи за пределами своего контроля отдать заботе высшей силы. With my children, I can ask the power to take care of them.
Что касается моих детей, я могу высшую силу попросить позаботиться о них. Turns out that God doesn't have any grandchildren. Выясняется, что у Бога нет внуков. He takes care of them just like he takes care of me. Он заботится о них так же, как он заботится обо мне. It says we trust infinite God rather than our finite selves. Нам говорится о том, что мы доверяем бесконечному Богу, нежели конечным, каким-то ограниченным самим себе. We're in the world to play the role he assigns. Нам сказано, что мы в этом мире должны играть ту роль, которую Он нам предписал. Just to the extent that we do as we think he would have us and humbly rely on him. И говорится о том, что до тех пор, пока мы ведем себя так, как мы предполагаем угодно Ему, Does he enable us to match chaos with serenity? Он позволяет нам встречать бедствия со спокойствием. So my job when I'm hearing inventory from someone is to show them how these fears are the failure of self-reliance. Моя задача в инвентаризации страхов показать своему подопечному, что на самом деле не работает тот факт, что он полагается на себя. Именно оттуда они и появляются. I can't experience the failure of self-reliance if I'm not in self-reliance. Но я не могу ощутить всей, так сказать, несостоятельности того, что я полагаюсь сам на себя, до тех пор, пока я там не побывал. So when I'm in fear, it's a warning sign to tell me that I've fallen into self-reliance. Именно поэтому страх является предупредителем, что я сейчас нахожусь на основе того, что полагаюсь на себя. Am I the only one that tells myself sometimes, don't give me this AA stuff. This is a real problem we're dealing with. А что я единственный, кто неоднократно говорил себе, да ладно, хватит с этой эевской хренью, у меня тут реальная проблема. The bigger the problem is, the more I fall into self-reliance. Самое смешное, что чем больше проблемы, тем больше я начинаю почему-то полагаться на себя. Stand back, I'll take care of this one. Подождите, я сейчас позабочусь тут об этом. Yeah. So I have to be shown this new basis. И мне надо, чтобы мне показали вот эту новую основу. And there's a prayer that says we ask him to remove our fear and direct our attention to what he would have us be. И дальше нам сказано, что мы просим освободить нас от страха и сосредоточить наше внимание на том, каким нам, согласно его воле, надлежит быть. So, oh boy, this is, is everybody still hanging in there with us? Народ еще не устал, все нормальком, никто там не умер от скуки. Okay. Значит, okay, good. Because it says now it switches over to here in the inventory, the sex inventory and the conduct inventory. И теперь вот мы переходим к инвентаризации, секс-инвентаризации, на самом деле, инвентаризация поведения. And it says, we reviewed our conduct over the years past. Нам сказано, что мы пересматриваем наше поведение за предыдущие годы. And there's 9 questions that we've asked ourselves. А дальше идут 9 вопросов, которые мы задаем себе. Where had we been selfish, dishonest, or inconsiderate? Нам сказано, когда мы были нечестными, эгоистичными и неучтивыми. Who have I hurt? Кого мы обижали? Because sometimes the person I harmed in this sex inventory might not be the actual person. It could be their family or their husband or their children. Ибо может так случиться, что человек, который у меня оказывается в сексуальной инвентаризации, на самом деле не тот даже, кому я нанес ущерб, а больший ущерб я мог нанести его или ее, скажем, семье, или мужу, их, так сказать, близким. Where was I selfish? В чем я был эгоистичен? Where was I dishonest? Где я был нечестен? And where was I inconsiderate? И где я не учитывал их интересы? Sometimes when I talk about inconsiderate, I think about when I look up and someone's upset and I don't know why.
Вот иногда, когда я говорю о том, что не учитывать других, неучтивость, вот это, вот я смотрю на кого-то, кто-то расстроен, а я не знаю почему. And the reason we call it inconsiderate is because I never considered it. И называем мы это так неучтивость, потому что я никогда не учитываю позицию другого человека. With men, we always want to talk about our motives. Мы всегда хотим говорить о том, какова наша мотивация. I don't think I should be in trouble if I wasn't trying to hurt your feelings. Вот видите, я, например, не считаю, что я должен попасть, у меня должны быть неприятности, если я не пытался тебе, так сказать, расстроить тебя. So when Katie tells me that I've hurt her feelings by something I said in a group of people, И, например, если Кейти мне говорит, что ты знаешь, Чарли, ты меня расстроил тем, что ты сказал, вот когда мы были I immediately say, oh, I wasn't trying to hurt your feelings. Первое, что вылетает у меня изо рта, но я же не пытался тебе причинить боль. And she says, look in here. Do you see anyone who cares whether you were trying to hurt my feelings? Она говорит мне вот так, взгляни, говорит, мне в глаз, что называется. Я что, говорит, меня волнует, что ты пытался или не пытался. I'm telling you, you hurt my feelings, whether you were trying to or not. Я тебе просто говорю, что ты причинил мне боль, пытался ты это сделать или не пытался. But I say, I didn't mean to. Но я же не хотел. I go back to it again. То есть я снова возвращаюсь туда же. Oh my God. So now, it says, so do you see what I mean by inconsiderate? Понимаете, что подразумевается под неучтивостью? It's the harms I caused that I didn't even know about. Это то, где я причиняю ущерб, даже не думая и не предполагая. And then it says, did I unjustifiably arouse jealousy, suspicion, bitterness? А потом нам задается вопрос, не вызывали ли мы без всяких на то основания ревность, подозрение или горечь? Where was I at fault? В чем я был виноват? And what should I have done instead? И что я должен был сделать по-другому? And when I'm hearing a man's inventory, when it says, what should I have done instead, I won't accept the answer of, I just shouldn't have dated her. Я не принимаю, когда мне вот говорят, что там, мы доходим до этой точки, что я должен был сделать вместо этого, а он мне говорит, я должен был просто с ней встречаться. I need to know where he was at fault and what he could have done instead. Мне нужно знать, что именно, в чем именно его ошибка, да, и как он должен был конкретно поступить вместо этого. And why would we do all this? А для чего мы все это делаем? It says, in this way, we try to shape a sane and sound ideal for our future sex life. И нам сразу же после этого говорится, для чего мы это делаем. Таким образом, вот таким, как только что мы обсуждали, мы пытались выработать разумный и здоровый идеал нашей будущей сексуальной жизни. Who do I want to be? How do I want to show up? Кем я хочу быть? Каким я хочу, чтобы меня видели? And a lot of the way that I figure out who I want to be in the future is by looking at what didn't work in the past. И для того, чтобы определить, каким я хочу быть, мне пришлось взглянуть, каким я был и что не устраивало в прошлом. And my ideal for the future might change over the years. И да, моя идея того, каким я должен быть, она может измениться со временем. The goal for a single college man is going to be different than that of a 64-year-old married man. Понимаете, ведь задачи и цели, например, человека, который только что закончил университет, будут несколько иными, чем 64-летнего семейного человека. So sometimes this ideal changes as we move along. И поэтому идеал иногда меняется со временем, вот пока мы двигаемся по этой временной составляющей. Да? I'm always looking at where I was selfish, where I'm harming people. Is this consistent with my values? И мне все время надо сверять, в чем я эгоистичен, не причинил ли я какой-то ущерб людям, то есть совпадает ли это с теми ценностями, которые я себе установил как планку вот этого идеала. Now, once we've set this new standard, и когда мы поставили себе вот эту планку, there's 4 prayers that my sponsor had me work with. Есть 4 молитвы, с которыми мой спонсор дал мне работать.
it says we pray for the right ideal, Мы просим, чтобы Бог дал нам правильный идеал this standard for the future, на нашу будущую сексуальную жизнь. for sanity, Мы для здравомыслия, прошу прощения, for the strength to do the right thing, для силы для того, чтобы совершить правильное действие, for guidance in each questionable situation. и чтобы Бог дал мне направление в каждой сомнительной ситуации. If I'm a married man and I'm trying to be faithful, I don't pray when we're trying to don't say anything. This has to be done well in advance. Это должно быть сделано заранее. What are you referring to right now? We like to think we can dance right up to the edge of the fire and stop. Мы почему-то всегда думаем, что мы можем дотанцевать вот до самого края, что называется, а потом остановиться. If I'm trying to be faithful in my marriage, I can't wait and say a prayer where I say, God, if you don't want this to happen, don't let the key work in this hotel room door. Я не могу, если я планирую быть верным своей жене, я не могу просить у Бога, что, Боже, если ты хочешь, чтобы я был верным, не дай этому ключу сработать на этой комнате в отеле. It has to start way before that, at that first flirtatious look. Это должно начаться с самого первого, вот с того места, где был брошен первый флиртовый взгляд. That's where we're asking for guidance in each questionable situation. Вот там нам нужно направление от Бога. And I've gone over all this with this man in his inventory. Has he shaped an ideal for the future? That sort of thing. И когда мы продвинулись через все это с моим подопечным, у нас появляется вот тот самый идеал. Now, in the 2 hours that we have left, В тех 2 часах, которые у нас еще остались. Just kidding. Шуточка такая. I want to talk a little bit about we talk sometimes about talking about the worst thing you've ever done and where that comes out in an inventory. Мы часто говорим вот о том, что было самым худшим, что ты когда-нибудь сделал, где-то всплывает в инвентаризации. Because as I went through the book, some of these things didn't come out in my resentment inventory or my fear inventory or my sex inventory. Потому что если вот двигаться прямо по книге, то некоторые из вещей, они могут не попасть ни на одну из 3 инвентаризаций. I asked my sponsor, where are these things where we talk about the worst stuff that bothers me the most? Ну, я спросил своего спонсора, ну а куда вот есть вещи, которые там самые худшие, которые больше всего меня тревожат? Как And he said it's in the 5th step. Он говорит, это в 5 шаге. It says we illuminate every twist of character, every dark cranny of the past. И нам сказано, что там мы говорим о всех самых темных уголках нашего By прошлого. illuminating, we mean shining light on all these things. И когда мы говорим освещаем, это вот, здесь имеется в виду вот как прожектор что-то освещает, чтобы это стало видно. Sometimes in here in inventory, we've been promised intuitive thought by now. Кстати, к этому времени нам уже обещают, что у нас появятся интуитивные мысли. And sometimes I just sense that a guy's not telling me everything. Иногда у меня вот просто ощущение, что не говорит мне мой подопечный всего. And there have been many times where I said, so is there anything else you want to talk about? Много раз возникала ситуация, когда я говорил, ну а есть ли что-нибудь еще, о чем поговорить ты хочешь? Sometimes it's at the beginning, sometimes in the middle, sometimes at the end. Иногда я скажу это в начале, иногда я скажу это в середине, а иногда в конце. And I've had a guy go, no, there's really nothing else. И парень мне ответил, не, все, ничего. And I said, well, that's interesting, because I know for me, I felt really bad about this thing or that thing that I did. Я тогда начинаю играть такую игру. Я говорю, ты знаешь, да, это интересно, потому что я помню, как мне было очень херово, вот, когда я вот это совершил или это сделал. То есть даю из своей жизни опыт.
you can almost see the guy thinking, so we're going all the way there. И прямо видно по пацану, что вот, мы туда теперь идем. Понятно. And I've had the guy say, okay, there's something else. И у меня много раз ребята говорят, ну, ладно, да, есть еще кое-что. Then we talk about that. Ну, мы поговорим об этом. And then he says, and there's something else. И вдруг он говорит, ой, ты знаешь, есть еще кое-что. And we talk about that. И потом мы поговорим об этом. And then on the drive home, my phone rings and he says, and there's something else. А потом, когда он едет домой, вдруг у меня звонит телефон, он говорит, ой, вспомнил еще кое-что. Because they want to hang on. I mean, I don't want him to try to impress me during his fifth step. У меня нет задачи, чтобы он произвел на меня какое-то там впечатление этим пятым шагом. In fact, I had a guy call me one time, and during the inventory, he said, I just feel terrible about the things that we're uncovering in this inventory process. I'm really a pretty good guy. Мне позвонил однажды один из моих подопечных, говорит, ты знаешь, я чувствую себя ужасно вот от всего того, на что мы смотрим в этой инвентаризации, потому что на самом-то деле, ну я хороший мужик, нормальный, а? And we're constantly pointing out where he's been selfish and dishonest and inconsiderate and afraid. А мы постоянно смотрим на то, где он был эгоистичен, нечестен, испуган. And I said to him, well, wouldn't it be worse if you came to me in real trouble? And I said, after doing this process, I really just don't see anything you could be doing differently. Ну, а скажи, я его обычно говорю, ну, а скажи мне, пожалуйста, а вот не было бы разве хуже, если бы ты вот пришел ко мне, да, поделился тем, чем ты поделился, я бы тебе сказал, ну, ты знаешь, да, здесь все нормально, ничего особо-то менять не надо. There's freedom in this process by facing and being rid of these things that come up. Это часть процесса освобождения, да, это неотъемлемое, когда мы видим их. But I have to be surrendered, or I'm not going to volunteer the information. Но мне надо полностью капитулировать перед процессом для того, чтобы это дало какой-то результат. So sometimes we have to prod them along. Поэтому приходится иногда их немножечко подталкивать. Well, now, there are some wonderful promises in the fifth step. Есть, кстати, в пятом шаге есть чудеснейшее обещание. Our book is full of promises where it says, if you do this, you'll get that. У нас очень много обещаний в книге, где сказано, сделаешь это, получишь это. It says, once having taken this step, withholding nothing, we are delighted. Там сказано, что совершив это, I got it right in front of me. You want to read it off to the end? Or No, I want to go through it. Okay. Совершив этот шаг и не утаив ничего, мы испытали огромное внутреннее облегчение. Now, I had a man call me once and say, Charlie, I don't feel delighted. I feel like we've spent the last 3 hours with you rubbing my face and how selfish and self-centered I am. Мне позвонил один из моих подопечных и сказал, ты знаешь, я вот нифига не чувствую такого облегчения. У меня такое ощущение, что меня мордой тыкали в то, насколько я эгоистичен. But the book says we avoid worry, remorse, and morbid self-reflection. Нам ранее сказано, что мы избегаем уныния по этому поводу и, так сказать, каких-то там тяжелых мыслей. Because the ego will come at me from different directions. Потому что эго будет подбираться ко мне с разных направлений. It will shift all the way over from I didn't do anything to when you show me some things, it slams all the way over to I'm such a piece of junk that I don't even deserve to draw oxygen. Потому что у меня все начинается, например, оно качает из стороны в сторону, начиная с того, что я ни в чем не виноват, а когда мы немножко пролили света на это дело, то падает как будто в другую сторону, и начинается, я вообще даже не заслуживаю дышать этим воздухом. This disease doesn't care whether I'm thinking I'm wonderful or I'm thinking that I'm terrible.
Эго не волнует абсолютно, думаю ли я, что я прекрасный, или думаю ли я, что я ужасный. As long as I'm thinking about me. До тех пор, пока я продолжаю думать о себе. So it will take this end or take that end, but it's, our work with the power is in the middle. И на самом деле эго будет хвататься за вот эти вот крайности, а сила на самом деле будет в центре. Now, let's read the rest of that paragraph. Дочитываем остальные обещания. Start with, you can read it, Gregory. Just read from, we can look the world in the eye. Мы сможем честно смотреть миру в глаза. Мы ощутим покой и легкость в душе. Наши прошлые страхи улетучатся. Мы ощутим близость нашего Создателя. Раньше у нас могли быть отдельные элементы веры, теперь у нас появился духовный опыт. В это время многие чувствуют, что проблема пьянства исчезла сама по себе. Человек начинает ощущать себя на широкой дороге, по которой он движется в согласии с Духом Вселенной. It's amazing. It says our fears fall from us. Нам сказано, что наши страхи улетучатся. Они отпадают. It doesn't say I have to figure out a way to conquer my fear. Там не сказано, что я должен найти способ, как их победить. It says on this new basis of trusting and relying upon the power, they just fall away. Нам сказано, что когда мы переходим на вот эту новую основу доверия нашей силы, то они сами падают. This is the first place in the book where it says we begin to feel the nearness of this power. И вот нам уже теперь впервые говорится, что мы начинаем чувствовать близость этой силы. Where this power is part of my everyday life. I like to say, what does God have to do with Tuesday? Это то, где наша жизнь становится связана с этой самой силой. Это так же, как в тот момент, когда я начинаю, какое отношение Бог имеет к вторнику? It says the feeling that the drink problem has disappeared often comes strongly. И тут сказано о том, что вот это ощущение того, что проблема пьянства исчезла, становится твердым. These are wonderful promises. Чудесные обещания. Now, here's a little piece where we're going to revisit. This is a piece of the book that I'm sorry, I can't help but watch my mom walk by. I don't know if this is in the Russian copy of the big book. Give it a shot. What are you referring to? It's the hour at the end of the fifth step. The only thing that's missing is the actual indication of an hour. Everything else is okay. Now, there's a difference between the American big book and the Russian big book, and it's in this exercise at the end of the fifth step where it doesn't mention the hour. Ours says spend 60 minutes doing it. Okay. Значит, это то, о чем много раз говорили, пропущено в русском переводе. Вернувшись домой, нужно найти место на час, 60 минут. Это то, что пропустили в русском тексте. But more importantly than how long we're going to do it, which is important, I want to talk about what we do. Но я хочу поговорить даже не столько о том, что это вот этот час, да, сколько о том, что мы там делаем. It says we find a place where we can be quiet for an hour, carefully reviewing what we have done. Нам сказано, что мы находим место, где мы можем побыть тихо в уединении, посмотрев на то, что мы сделали. We begin by thanking God from the bottom of our heart that we know Him better. Мы начинаем с того, что благодарим Бога от глубины души, что узнали Его лучше. Now, before I go any further, I want to say this is an important exercise. Я должен вам сказать, что это очень важное упражнение. I tell men that are coming to do their fifth step with me, don't schedule dinner with your family right after our fifth step because you're not done until you've done this exercise at home. Я всегда объясняю своим подопечным, не забивай никакие стрелки, не готовься там ужинать сразу после того, как мы закончим. У тебя еще есть на час вот это упражнение. Because I want you to go home and begin with that prayer of thanking God that we know Him better. Потому что я хочу, чтобы ты вернулся домой, не забыл начать с того, что ты поблагодаришь Бога за то, что ты узнал Его лучше. And it says, taking this book down from the shelf, we turn to the page which contains the 12 steps. И дальше нам сказано, что мы с ним берем книгу с полки, открываем ее на том месте, где у нас перечислены 12 шагов.
Now, I'm not exactly sure why my big book is on the shelf if I've just done my fifth step. Я не совсем, честно говоря, уверен, почему моя большая книга вдруг окажется на полке, если я только что делал пятый шаг. But I'm very formal with this, so I tell guys, put the book up on the shelf and then take it back down again. Но я достаточно формален, поэтому я говорю, поставь ее обратно на полку, повисни. It's a ridiculous exercise, but I insist upon it. Это такая довольно смешная штука, но я говорю, чтобы делали именно так. So now it says, turn to the page which contains 12 steps. Now that's on page, but what we're going to do, it says, we ask if we have omitted anything. Значит, и там сказано, что мы, значит, должны на 57-ю страницу, да, где шаги. So now what we're going to do is we're going to go back and we're going to look at the first 5 steps and we're going to turn all this into questions and ask ourselves if this has been our experience. И теперь мы вернемся, и нам нужно посмотреть, не упустили ли мы что-нибудь. Поэтому мы возвращаемся и начинаем просматривать информацию по 5 шагам, задавая себе вопросы относительно того, о чем мы говорим. Am I an alcoholic? And do I know what that means? Я алкоголик? Знаю ли я, что это значит? Am I bodily and mentally different from my fellows? Я телесно и умственно отличаюсь от всех остальных. When I drink, does it trigger a phenomenon of craving that I don't have any control over? Когда я начинаю пить, у меня возникает феномен тяги. And when I stay sober without alcohol, do I get so uncomfortable that I'm driven back to the first drink again? А когда я наконец-то бросаю пить, не употребляю алкоголь, становится ли мне настолько неуютно и некомфортно, что я вынужден снова идти пить? Is that me? Is that my belief based on what I've learned? Это то, чем я являюсь, это так по отношению ко мне. And if that's the case, is the only thing that's going to help me some power greater than myself? И если все это так, понимаю ли я, что единственное, что может мне помочь, это сила более могущественная, чем я? Have I come to a place where I believe that there's a power that can take me beyond right here? Пришел ли я к тому этапу, где я понимаю, что вот есть сила, к которой я могу двигаться, которая может меня отвести туда? And in the third step, do I believe that any life based on selfishness and self-centeredness can hardly be a success? И в третьем шаге мне обязательно надо спросить себя, верю ли я, что жизнь, построенная на своей воле, всегда ведет нас к тому, что мы провалим. Have I seen how I am the actor trying to run the whole show? Вижу ли я, что я тот самый актер, который пытается управлять всем спектаклем? And is the usual outcome that the show doesn't come off very well? И вижу ли я, что результаты этого спектакля всегда неудачные? And if so, am I willing to have I gone into the inventory process and looked at all the ways that my selfishness shows up? И после этого зашел ли я в процесс инвентаризации и посмотрел ли я на том, как мой эгоизм демонстрирует себя? Have I seen these things from an entirely different angle? Посмотрел ли я на все это с совершенно другой точки зрения? Have I established a new basis for my future? Появилась ли у меня новая основа для моего дальнейшего существования? Have I sat down with someone and honestly gone over these things, someone that understands our process? Сел ли я с кем-то и честно обсудил все это, с кем-то, кто понимает тот процесс, который нам нужен? Have I held anything back in this process? И не придержал ли я что-то в этом процессе, не утаил ли? This is a short description of what goes on in that hour, but it changed everything for me. Это очень короткое описание того, как выглядит на самом деле весь этот час, но вот именно это все очень изменило все для меня с точки зрения понимания процесса. I used to go home and just kind of think about the book for a minute. Я раньше, приходил домой так, знаете, это на минутку, как говорится, посижу, подумаю, вот большая книга, да, там. Now I'm marching myself through the entire awareness of what takes place in the first 5 steps. А теперь я прохожу уже в полном осознании, прохожу довольно шустрым маршем через то, чему посвящены вот эти вот первые 5 шагов.
It says, I ask if I have omitted anything. И меня спрашивают, не забыл я что-нибудь? For we're building an arch through which we shall walk a free person. Потому что нам сказано, что мы строим арку, через которую пройдем свободными людьми. Is our work solid so far? Твердой ли является наша работа? Are the stones properly in place? Правильно ли положены все камни? All these questions come up. Все эти вопросы поднимаются. And then from this point, we will roll right into step 6 and 7. Now, I don't want to step on the toes of the person that's going to be doing step 6 and 7. You're going to get a kick out of this, if I'm not mistaken. It's, oh yeah, you're going to love this. Carla Rao. Oh, wonderful. Говорит, что не хочу наступать на пятки тому, кто будет делать 6-7. Я ему сказал, кто они хорошо знакомы. You're going to love Carla's description of 6 and 7. Вам очень понравится, как Карла делает 6-7. But just to sum up, I want to say that what I do after the 5th step is I take these things that I've discovered and I ask myself 4 questions in 6 and 7. А просто, чтобы вот суммарно вам сказать, все то, что я сгреб в кучу в 5, я в 6 приношу и задаю себе 4 вопроса. I ask myself these things that I've seen in the inventory process. Я спрашиваю себя, то, что я увидел в инвентаризации. Are they objectionable to me? Неприемлемы ли они для меня? Приемлемы ли, неприемлемы ли они для меня? If they're objectionable to me, the next question I ask myself is, do I have the power to change them on my own? Если они неприемлемы, я задаю себе вопрос, а сам я имею достаточно силы, чтобы их поменять? If I've discovered behavior that I know is objectionable and I don't have the power to change it on my own, then the third question is, am I willing to have God change them in whatever way he sees fit? Если я обнаруживаю, что у меня нет силы для того, чтобы изменить то, с чем я категорически уже больше не согласен в своей жизни, то тогда вопрос, готов ли я предоставить этой силе возможность изменить это таким образом, каким не я считаю, а сила считает. And if those 3 things are in place, then I take it to God in the 7th step prayer and ask him to remove whatever is blocking me that stands in the way of my usefulness to him. И имея вот эти вот 3 точки опоры, я выдвигаюсь в 7-й шаг с просьбой у Бога забрать это у меня. And then I roll right into the amends process, trying to clean up the damage I've caused with all my selfish behavior. Сразу после этого мы двигаемся в процесс возмещения ущерба, чтобы расчистить весь этот хлам. And then in steps 10 and 11, we try to stay on block. А в 10-м и 11-м мы стараемся оставаться на вот этой платформе. And in 12, we get out and work with other people and practice these principles in all of our affairs. А в 12-м, как вы прекрасно знаете, мы идем, мы начинаем помогать другим и практиковать это во всех наших делах. It's an amazing process that tells us what to do when we get up in the morning, what to do all through the day, and what to do at night every day of the year. И вдумайтесь, это же потрясающе. Нам сказано, что нужно делать утром, что нужно делать днем и что нужно делать вечером на каждый день этого года. And it's taken a busted up drunk like me and gotten me free enough that I'm able to have a wonderful life out here, and I'm most grateful for it. И именно благодаря этому процессу, такого можно сказать, это самого поддонного уличного, подплинтусного алкаша, как я, взяли, и теперь у меня есть потрясающая жизнь, и я безумно благодарен за это. I want to thank you for letting me join you today. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы позволили мне принять участие в этом. And the only thing better would be if we could all go to dinner after this. Вообще самое шикарное, конечно, даже лучше было бы, если все мы вместе могли пойти на ужин после этого. I'd love to see some of you at our primary purpose group. Я с удовольствием увижу вас на нашей группе «Единство цели». If I can ever help in any way, please get in touch with me. И если я чем-то могу помочь, пожалуйста, свяжитесь со мной. I'm Charlie Parker. I'm alcoholic. Я Чарли Паркер, я алкоголик. Charlie, thank you very, very, very much
Now they're going to read Serenity Prayer, and it'll be the end of that song and dance. If you need to disconnect, you can disconnect at any time. Спасибо. Спасибо, Чарли. Спасибо, Григорий. Наше собрание подошло к концу. Благодарим спикера за его выступление. Друзья, напоминание, если у вас есть вопросы к спикеру, их можно задать, написав на электронную почту, которая выложена у нас в чате. Также в чате у нас выложена ссылка 7-й традиции. Есть возможность оплатить из стран СНГ, Америки, Европы и Израиля. Следующая неделя. Друзья, на следующей неделе в субботу